Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как же выбрать хорошего ортодонта. На самом деле это самое важное, что вы можете сделать, самое главное для того, чтобы увеличить шансы на успех вашего ортодонтического лечения. Не многодневное чтение форумов и групп ВКонтакте в попытках выбрать оптимальную брекет-систему, не изучение рейтингов ближайших клиник в агрегаторах не повлияют так сильно на вероятность успеха ортодонтии, как выбор квалифицированного ортодонта. Кроме того, ни к чему хорошему обычно не приводят попытки составить самостоятельно план лечения на основании информации, которую вы получили в интернете. Чуть ли не еженедельно мне пишут люди, которые спрашивают, ставлю я АЛФ, пользуюсь ли я многопетлевыми дугами или еще какими-то экзотическими приспособлениями. Да, мы все это можем использовать. Вопрос в том, нужно ли это в вашем конкретном случае и есть ли какие-то более оптимальные, более дешевые или быстрые пути. Все это может определить только квалифицированный ортодонт, поэтому, пожалуйста, в первую очередь не зацикливайтесь ни на какой аппаратуре. Брекеты этого или любые другие приспособления, неважно. Самое главное — выбрать квалифицированного врача. Поэтому это видео очень актуально, возможно, одно из самых важных на нашем канале, поэтому я всем рекомендую досмотреть его до конца. Огромная ошибка думать, что все ортодонты имеют одинаковую квалификацию. К моему огромному сожалению, и в России, и на постсоветском пространстве, и во всем мире уровень ортодонтии он крайне неоднороден. И, соответственно, чем более высокая квалификация будет у вашего лечащего врача, тем лучше, быстрее и комфортнее будет результат вашего лечения. И тем вероятнее ваши ожидания совпадут с реальностью. На самом деле нет ни одной более или менее вменяемой или достоверной классификации или методики разделения врачей на плохих и хороших, потому что врач не медный пятак, что нравится всем. С кем-то он может отлично находить общий язык и ладить, с кем-то наоборот. Кроме того, в ортодонтии огромное множество аномалий, и ортодонт может иметь разный опыт, использовать методики разной эффективности в разных клинических случаях. Соответственно, в каком-то случае ортодонт предложит отличное лечение и гениально его реализует, в других лечение будет неправильное, и, соответственно, ожидаемого результата, к сожалению, не выйдет. Поэтому это видео не является какой-то супер достоверной инструкцией, по которой вы сможете однозначно отличить хорошего врача от плохого. Это лишь набор советов, который поможет вам в этом нелегком деле. Дальше я расскажу, на какие вещи обязательно стоит обратить внимание при выборе ортодонта, а какие не имеют четкой взаимосвязи с уровнем врача, несмотря на устоявшиеся мнения. Итак, номер один среди вещей, на которые не стоит обращать внимание, когда вы выбираете ортодонта. И это самая, наверное, популярная ошибка. Это выбор клиники, исходя из того, какое впечатление произвел на вас ремонт, ценовая политика и другие вещи, не связанные непосредственно с врачом. Здесь я хочу сказать, что никакой самый лучший ремонт, самые лучшие установки, к сожалению, никак не скажутся, в принципе, ни на результатах, ни на сроках вашей ортодонтии. Шансы встретить квалифицированного ортодонта в совсем дешевых или в сетевых клиниках, они, конечно, ниже. Но работает это не совсем так, как многие думают. И небольшой экскурс. В России ортодонт чаще всего зарабатывает некоторый процент от того, что вы заплатите в клинике. Соответственно, вероятность встретить врача хорошей квалификации в очень дешевой клинике, она невысока. Но кроме этого, кроме цен, есть еще и процент. И в некоторых клиниках, например, в сетевых или в очень дорогих, процент врача может быть довольно невелик. И, соответственно, несмотря на то, что вы отдаете довольно большие суммы, врач может зарабатывать не так много. Поэтому у нас нет четкой корреляции между ценовой политикой клиники и средней квалификацией врачей в ней работающих. Кроме того, существуют еще некоторые вещи, например, как, в принципе, условия работы, отношение руководства к персоналу, которые, допустим, в сетевых клиниках чаще всего заметно хуже. Исходя из этого всего, делается вывод, что вероятность встретить, допустим, в сетевой клинике хорошего специалиста, она существенно ниже. Но, тем не менее, это не значит, что в сетевых клиниках не работает хороших ортодонтов. В ортодонтии используется довольно ограниченный набор материалов, инструментов,
и так далее. Брекеты в основном у всех одинаковые, и разве что ваш ортодонт закажет их на AliExpress, но это отдельный случай, о которых не будем разговаривать. Тем не менее, даже в относительно бюджетных клиниках чаще всего используется фактически то же самое оборудование и те же самые расходные материалы, которые используются в очень дорогих клиниках. Поэтому на том, что будет непосредственно стоять у вас во рту, вы не ощутите никакой разницы. В основном вы платите за то, что в клинике очень классный ремонт, за то, что с вами очень хорошо обращаются, возможно, у врача на вас больше времени и так далее. Надо это хорошо понимать. И номер 2 – это наличие степеней или преподавания в вузах. Супер популярная вещь на постсоветском пространстве, и очень многие люди оценивают это как некий такой серьезный плюс в квалификации врача. Я только за научные степени, за преподавание в вузах, ничего не имею против абсолютно, но, к большому сожалению, эти вещи не имеют ничего общего с клиническим опытом и непосредственно с мастерством, с квалификацией ортодонта. Профессор или кандидат наук могут оказаться как и отличными высококвалифицированными специалистами, так и людьми, которые не вылазят из аудитории уже 20 лет, только учат студентов и не работают самостоятельно, фактически не имеют практического опыта и занимаются в основном написанием научных работ. Я сомневаюсь, что во втором случае вы хотели бы попасть к этому человеку на лечение. И номер 3 об агрегаторах. К сожалению, в последние годы индустрия отзывов становится именно индустрией. Это место, где большие сети, где Яндекс, Zoom или Продокторов и тому подобные ресурсы зарабатывают достаточно приличные деньги. И зарабатывают они их не просто так. То есть говорить об объективности отзывов на этих площадках, к большому сожалению, не приходится. Для того, чтобы обычному врачу публиковали хорошие отзывы, даже если у него их в достатке, нужно платить деньги. То есть после определенного порога уже отзывы просто не проходят модерацию. И наоборот, соответственно, если вы вносите определенную лепту в благосостояние этих ресурсов, они будут следить за тем, чтобы ваша репутация оставалась чистой и незапятнанной. Это в равной степени относится как к врачам, так и к клиникам. Поэтому я ничего не имею против отзывов. На самом деле это замечательно, один из лучших возможных инструментов, который позволил бы определять квалификацию врача, его манеру общения с пациентами, приветливость и все остальные параметры. Но это касается только честных и справедливых отзывов. К большому сожалению, их становится все меньше и меньше. Номер 4 – это стаж. На самом деле это очень животрепещущая тема. Я как сравнительно молодой ортодонт, естественно, у вас буду под подозрением, но тем не менее я скажу. На вашем месте я бы не обращал внимания на стаж, если он больше, скажем, 5 лет. По той причине, что этого срока обычно достаточно, чтобы наработать достаточно большой клинический опыт и сделать все выводы. Понятно, ортодонты растут в течение всей жизни, но при условии, если человек имеет к этому склонность, если он хочет заниматься саморазвитием, рефлексией, анализом своего клинического опыта и так далее. А иначе происходит по принципу, что если в 20 лет ума нет, то и не будет. И номер 5 – это такое полушуточное отступление, можно сказать. Это пол. На самом деле ортодонтия может с полным правом у нас в России считаться женской профессией. То есть, наверное, процентов 70-80 моих коллег женщина. И тут, в принципе, если вы вообще хотите найти себе мужика, то это может оказаться непростой задачей. Если серьезно, я с полной уверенностью могу утверждать, что способность к ортодонтии, вообще, в принципе, интеллектуальные способности не зависят от пола. И, в принципе, я знаю огромное количество женщин, которые отличные ортодонты, и также знаю мужчин, которые, довольно посредственные. Поэтому я не рекомендую вам обращать на это такое серьезное внимание. Вы вполне можете найти замечательного врача и обоих полов. Единственный малюсенький нюанс, что у женщины всегда есть шанс уйти в декрет. А смена ортодонта – это небольшой стресс. Поэтому, если вас ведет молодая девушка, вам очень желательно знать, что происходит в таких случаях, отработаны ли какие-то
протоколы внутри клиники, то есть если работают несколько ортодонтов, происходит ли передача пациентов к свободному от декрета на данный момент ортодонту, или ортодонт выходит из декрета в течение 2-3 месяцев, как это часто и бывает. То есть я не хочу сказать, что на этом прям надо зацикливаться, но если девушка молодая, то об этом тоже стоит помнить. Так, ну теперь перейдем к самому важному, к тому, на что, собственно, есть смысл обращать внимание на консультации в процессе диагностики, что может помочь даже человеку далекому от медицины понять, что ортодонт действительно хорош или что вряд ли он хорош. И начнем с номера 1, с того, что вы в первую очередь узнаете о своем враче. Я все-таки надеюсь, что вы не идете к первому попавшемуся ортодонту и перед этим попытаетесь хотя бы найти ортодонтов, у которых лечились ваши знакомые, или о которых вы видите более или менее достоверные отзывы в соцсетях или примеры работы, ну, что угодно. Вот. И самое важное из этого — это отзывы, естественно, ну, если они получены от людей, которым вы можете хоть немножко доверять. И второе — это примеры работ. С примерами работ тут все довольно сложно, оценить их качество далеко не всем по силам. Ну, в принципе, если у ортодонта имеется хотя бы какое-то количество работ в интернете, значит, с большой долей вероятности, ну, там не будет прям совсем такого ужаса, который стыдно показывать. Поэтому, ну, это дополнительный плюс. И номер 2 — это впечатление о враче на консультации. Здесь я не беру в расчет субъективное ощущение, которое у вас вызывает тот или иной человек. Понятно, никто не может всем нравиться, кто-то вам понравится больше, кто-то меньше. Это все в конечном счете вторично. Самое главное — это, во-первых, то, насколько четко и ясно ортодонт излагает свои мысли, насколько он впечатление думающего человека производит и насколько он пытается разобраться в том, что с вами произошло, насколько он подробно объясняет вам вашу клиническую ситуацию. И, в принципе, также очень важно вам с ортодонтом более или менее быть честным, потому что, с одной стороны, вам все-таки 2 года с ним работать, и вы должны честно исполнять рекомендации ортодонта, и если у вас не получается, опять же, не менее честно ему об этом говорить. В то же время ортодонт должен быть с вами не менее честен, он должен рассказывать вам о ходе лечения, о том, что получается, что не получается, насколько хорошо и быстро продвигается лечение, более или менее какие-то сроки обозначать и так далее. Поэтому вы должны более или менее свободно разговаривать с врачом. Не должно быть такого, что вот он от вас отмахнулся и все, вы пошли домой писать в интернете, спрашивать там у меня или у каких-нибудь других ортодонтов в сети, что вот с вашей ситуацией, как вам дальше жить. И номер 3 – это узкая специализация ортодонта. Я все-таки настаиваю на том, что большинство, наверное, там 90 или 95 вот реально хороших ортодонтов, они только и ортодонты, именно ортодонты, они ничем другим не занимаются. Поэтому если вы пришли к супер широкого профиля специалисту, я настаиваю на том, чтобы вы их сказили еще как минимум на пару консультаций, узнали пару мнений и как-то их между собой сопоставили. Номер 4 – это то, на чем ортодонт предпочитает работать. И здесь есть несколько вариантов. Я всегда за то, чтобы была выбрана какая-то более или менее золотая середина, какой-то оптимум. Видите, в жизни не бывает такого, что вот один метод, он полностью во всем плохой, в другой полностью во всем хороший. Поэтому я сразу настороженно отношусь к специалистам, которые говорят, что вот я работаю только на Деймон, допустим. Или наоборот, я никогда не работаю на Деймон, я работаю только на лигатурных брекетах. Или я вообще не работаю на брекетах, я работаю только на элайнерах, брекеты — это прошлый век. Но честно сказать, это довольно такие тенденциозные заявления, и чаще всего они не имеют вот действительно серьезных оснований под собой. Это просто такое, ну, довольно агрессивное выражение того, что вот ортодонт предпочитает какой-то техникой работать, либо ему это выгодно в финансовом плане или в каком-либо другом. В любом случае, если есть вот такие подобные перегибы, это не очень хорошо с моей точки зрения. 5 – это подробность диагностики. Это вот то, что еще вы можете оценить, на основании чего сделать выводы можете еще до того, как вам поставили брекеты, и шанс спрыгнуть с поезда, если вы видите, что едет он куда-то не туда. Вам важно обратить внимание на то, насколько диагностика подробно проведена. Чаще всего в ортодонтическую диагностику входят компьютерная томограмма, ТРГ с анализом, естественно, с расчетом в боковой проекции, фотопротокол
и снятие оттисков с тем, чтобы потом отлить гипсовые модели. Из этого всего самым, с моей точки зрения, необязательным является вот отлитие гипсовых моделей. То есть, если у нас есть хороший фотопротокол, есть компьютерная томограмма, ну вот модели не всегда обязательно отливать, это дань моде, но тем не менее, как бы, если они есть, хорошо. Вот если, допустим, ортодонт не считает нужным делать фотографии, или он не анализирует ТРГ, или не говорит, что вот КТ нам не нужно, давайте завтра поставим брекет, вряд ли все хорошо. Потому что помимо чисто ортодонтических проблем, даже если у вас очень легкая ситуация, ортодонт супер грамотный, он без всяких снимков видит, как это исправить за полгода, и такие ситуации бывают. На КТ может встретиться много всего интересного, то есть там могут быть и сверхкомплектные зубы, и какие-нибудь кариесы, и кисты на зубах, то есть и связанные и с ортодонтией, и с терапевтическим состоянием зубов, и вы знаете, что на нездоровые зубы брекеты ставить очень плохая идея. Соответственно, если вот этого всего не происходит, а все вот такая спешка в формате побыстрее бы установить брекет-систему, там чуть ли не завтра, то я не советую вам продолжать лечение в этом месте. Кроме того, от ортодонта требуется еще проанализировать эти данные. То есть я знаю много случаев, когда ТРГ просто для галочки делается, ну, по сути, допустим, его никто не считает, или на КТ смотрят в полглаза. Ну, не так важно. В целом, вам нужно знать, что ортодонт подробно ознакомился с вашей ситуацией клинической, составил подробный план лечения, который включает там и вопрос с восьмерками, и терапевтический статус, ну, по крайней мере, сказать, есть ли проблемы или нет, там, к терапевту отправить. И проанализировал все возможные подводные камни. Если же вам ортодонт на обсуждении плана говорит, что, вот, знаете, я ваши снимки посмотрел, у вас все в порядке, завтра можно брекет ставить, ну, как бы без всяких подробностей, ну, это должно настораживать. И тем сильнее, чем сложнее ваша клиническая ситуация. То есть, если вы видите сами, что у вас, ну, там ерунда по большому счету, несколько зубов не особо ровные, чистая эстетика, и лечение обещает быть относительно быстрым и простым, то тут, да, уместны такие заявления, что у вас там ортодонтия без особенностей, и все будет хорошо. Если же вы видите, что ситуация у вас непростая, сильная скученность там, или какие-то аномалии по прикусу выраженные, и при этом врач ограничивается там парой фраз о вашем плане лечения, то это повод задуматься. И последнее – это стиль работы. Вы его в основном уже сможете оценить после начала ортодонтического лечения, но многие такие вот звоночки уже могут быть и раньше. То есть, если у ортодонта, там, допустим, очередь из 10 человек, на каждого он тратит там по 5-10 минут, маловероятно, что он работает тщательно, продумывает каждую активацию, продумывает свои следующие шаги, оценивает побочные эффекты, которые происходят. Поэтому в целом, если вот врач работает сильно быстро, у него никогда нет на вас времени, и все вот бегом-бегом происходит, это, конечно, очень серьезный минус. В определенных ситуациях, если врач супер квалифицированный, если был очень подробный план лечения изначально, не произошло никаких вот отклонений, все идет как по маслу. Может быть такая ситуация, что все будет быстро, легко, но тем не менее в большинстве случаев хоть что-то, но вылезает. Но тем не менее, если все происходит на ногах, без какого-то обсуждения там, и так далее, это все-таки повод насторожиться тоже. Когда вы уже определились с ортодонтом, выбрали наилучший вариант из доступных вам врачей, приходит время разобраться с брекет-системой. И в этом видео мы подробно про это разговаривали, но тем не менее я настоятельно рекомендую вам прислушиваться к мнению вашего лечащего врача. С большой вероятностью та аппаратура, которую он вам предложит, будет максимально удобна для него, он будет иметь максимальный клинический опыт с использованием этой аппаратуры и, соответственно, вероятнее всего получит хороший результат. Я надеюсь, что это видео немножко раскрыло завесу тайны, и у вас, по крайней мере, возникли некоторые ориентиры, маркеры, на которые вы будете обращать внимание на консультации, на диагностике, или, может, еще даже не дойдя до клиники, и ваши шансы найти своего любимого ортодонта, который будет творить чудеса с вашими зубами, они хоть немножко, но вырастут. Всем спасибо за просмотр, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, до новых встреч!